Духовное устройство православного царства аналогично устройству небесного царства. Что такое небесное царство, как оно устроено, можно посмотреть на образе «Спас в силах». Если в этот образ поместить нашего святого царя Николая II, то мы получим иконографическое изображение устройства русского православного мироздания. Естественно, с той разницей, что функцию ангельских сил, создающие духовный каркас мироздания, будут выполнять различные социальные группы – духовенство, начальство, государственные силовые структуры, труженики различного рода. Человеческий социум устроен в точности так же, как и ангельская иерархия. Есть люди-серафимы, несущие народу любовь, есть люди-херувимы, несущие народу премудрость. Есть люди-престолы, это государственники, создающие для народа царство. Есть люди силы, люди господства, люди начальства, ну и так далее. В результате мы имеем человеческий земной мир, живущий по образу и подобию мира небесного. Это целая вселенная, и как вся вселенная тварного бытия держится на одном Богочеловеке Иисусе Христе, так и вся вселенная русского мироздания держится на одном человеке, на помазаннике Божием. Соответственно, если уничтожается эта ключевая фигура, то происходит вселенская катастрофа. Русское мироздание в прямом смысле отключается от благодатной энергии Бога. Это равносильно тому, как перерубить кабель телевизионной антенны. Картинка мгновенно схлопывается, и экран начинает показывать хаотический шум. На арену истории выходят силы ада, и мир погружается во всевозможные катаклизмы. Русский мир схлопнулся, когда мы утратили царя, и до сих пор наш народ находится в состоянии хаотического шума. Без царя, без Божьего помазанника наш народ не имеет духовного каркаса, по которому структурируется весь народ в традиционную систему. И делается это посредством благодати, которая назидает каждого гражданина царства, дает понимание воли Бога и своего места в системе народной жизни. Через таинство помазания на царство народ заключает с Богом особый договор, по которому благодать начинает подаваться через царя. И эти потоки невидимого божественного света, идущие от сердца к сердцу, связывают всех православных людей в единый социальный святой организм. Однако, если народ нарушает эту клятву, то солнце Христовой благодати перестает давать свет, наступает солнечное затмение, народ погружается в духовный мрак, и силам хаоса включается зеленый свет. Именно об этой ситуации рассказывается в известной сказочке масона Чуковского «Краденое солнце». Как помните, там рептилоид, а крокодил – это символ хаоса, проглатывает солнце православного мира. При самодержавной православной власти народ получает особо обильную благодать, которая и структурирует всю жизнь страны и позволяет бытие государства вывести на уровень святости. Духовные скрепы, о которых говорил президент, государственный ресурс создать не в состоянии. Государственная машина – это человеческая сила, а человек сам себя вытащить из болота не может. Когда грядущий наш русский царь будет помазан на престол, тогда произойдет чудо. Представьте, что в сердце каждого православного человека есть лампочка. От нее идут провода, которые нас связывают друг с другом, а главный кабель этой святорусской гирлянды подходит к сердцу Божьего помазанника.
грядущего нашего царя. И когда он будет возведен на престол, тогда вся гирлянда русского мира соединится с источниками божественного света. Вот тогда и побежит благодать от сердца к сердцу, и весь наш народ вспыхнет, засияет чудесным неземным сиянием. Он будет, когда его, только царя, помажет на царство, все православные просветятся сердцем, умом.